Дорогие зрители, рады приветствовать вас на нашем канале. Сегодня в этом видео мы приготовили для вас нечто действительно особенное. В этом видео мы с вами погрузимся в мир предсказаний одной из самых загадочных и малоизвестных прорицательниц Верицы Абринович. Ее имя не так широко известно, как, например, имя Ванги, но ее пророчества уже сбывались, и многие из них поразительно точны. Верица Абринович, или как еще ее называют сербская Ванга, оставила после себя множество предсказаний, которые касаются не только Сербии и России, но и всего мира. Что же такого предсказала Верица Абринович? Какие события уже произошли? И что же нас с вами ждет в ближайшем будущем? Давайте разберемся во всех этих вопросах и попытаемся понять, насколько точны были ее предсказания и что еще нас с вами ожидает. Друзья, прямо сейчас ставьте лайк, обязательно жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ну и всем приятного просмотра! Верица Абринович – это загадочная и талантливая ясновидящая, чье имя окутано множеством легенд и тайн. Родилась она в Боснии и Герцеговине в семье с глубокой духовной традицией, что, вероятно, и повлияло на ее дар предсказания. С юных лет Верица проявляла необычайные способности к видению будущего и пониманию скрытых сторон человеческой души. Ее семья, понимая необычность ее дарования, всячески поддерживала и развивала ее способности. Работать Верица начала в Сербии, где ее талант быстро заметили и оценили. В Сербии ее дар предсказания стал известен не только среди простых людей, но и среди высокопоставленных чиновников и политиков. Благодаря своей интуиции и способности видеть будущее, Верица Абринович приобрела уважение и доверие многих влиятельных людей. Способности Верицы Абринович предсказывать будущее оказали значительное влияние на политическую жизнь Сербии и других стран бывшей Югославии. Ее пророчества часто становились основой для принятия важных стратегических решений. В числе тех, кто обращался к ней за советом, были высокопоставленные лица, включая политиков и военных. Верица Абринович консультировала многих влиятельных людей, включая президентов, министров и других государственных деятелей. Ее предсказания помогали им не только принимать решения в текущих делах, но и строить долгосрочные планы. Одним из таких известных ее предсказаний было предупреждение о покушении на Слободана Милошевича, которое стало известным благодаря своей точности и своевременности. Предсказания Верицы Абринович играли ключевую роль в формировании стратегических планов многих политиков. Она предсказывала не только внутренние, но и международные события, которые могли повлиять на положение страны. Ее видения о будущем помогали государственным деятелям готовиться к грядущим вызовам и угрозам. Одним из самых известных предсказаний Верицы Абринович стало предсказание землетрясения в Китае. Еще в далеком 2007 году она предупреждала о страшном землетрясении, которое должно было произойти в этой стране. Верица предсказывала сильное землетрясение, которое разрушит дома, уничтожит природу и унесет множество жизней. Она описывала это событие с такой точностью, что ее слова казались почти невероятными. Однако уже через год, 12 мая 2008 года, мир стал свидетелем одного из самых разрушительных землетрясений в истории Китая – Чунского землетрясения. Чунское землетрясение магнитудой 7,9 балла стало одним из самых мощных и разрушительных за последние десятилетия. Именно это землетрясение привело к гибели более 87 тысяч человек, оставило миллионы людей без крова и нанесло огромный урон инфраструктуре и экономике страны. Пророчество Верицы о масштабах разрушений и количестве жертв оказалось поразительно точным, что укрепило ее репутацию как ясновидящей. Еще одно важное предсказание Верицы Абринович касалось аварии на атомной станции в Японии. В 2007 году она говорила о страшном цунами, которое приведет к катастрофе на атомной станции.
Верица предсказывала, что Японию накроет мощное цунами, которое вызовет аварию на одной из атомных станций страны. Она упоминала утечку радиации, которая затронет окружающую среду и, соответственно, приведет к серьезным последствиям для здоровья людей. 11 марта 2011 года произошло землетрясение магнитудой 9 баллов, которое вызвало огромное цунами, обрушившееся на северо-восточное побережье Японии. Одним из последствий этого природного бедствия стала авария на атомной станции Фукусима-1. Цунами вывело из строя системы охлаждения, что привело к расплавлению ядерного топлива в 3 реакторах и утечке радиации в окружающую среду. Эта катастрофа стала одной из крупнейших ядерных аварий в истории, и пророчество Верицы Абринович о цунами и аварии оказалось поразительно точным. Одним из самых известных и точных предсказаний Верицы Абринович стало предупреждение о покушении на Слободана Милошевича, бывшего президента Югославии. Милошевич – одна из ключевых фигур в политической жизни Балкан в 90-х годах. Неоднократно становился мишенью своих политических противников. Верица предсказала дату и место покушения на Милошевича с поразительной точностью. Ее предупреждение включало не только временные рамки, но и конкретные обстоятельства, при которых должно было произойти нападение. В 2000 году Слободан Милошевич действительно оказался в центре политического кризиса, который закончился его арестом и передачей в Гаагский трибунал. Хотя фактическое покушение на его жизнь не произошло, его арест и последующее судебное разбирательство стали реализацией пророчества Верицы о его падении и конечном исходе политической карьеры. Этот факт поразил многих, подтвердив ее способность видеть будущее с удивительной точностью. Верица Абринович также предсказала серию вооруженных конфликтов на Балканах, включая столкновения в Косове и Черногории. Эти предсказания оказались крайне важными для понимания и подготовки к событиям, которые потрясли регион. Верица предупреждала о напряжении и вооруженных столкновениях между сербами и албанцами в Косове, а также о конфликтах в Черногории, где албанские и черногорские силы будут участвовать в боевых действиях. В 1998-1999 годах Косово стало ареной жестоких боевых действий между силами югославской армии и албанскими повстанцами из армии освобождения Косово. Этот конфликт привел к вмешательству НАТО и последующей независимости Косово, что стало одним из самых значимых событий в современной истории Балкан. В Черногории также происходили вооруженные столкновения, связанные с этническими и политическими напряжениями. Предсказания Верицы Абринович о конфликтах в этом регионе оказались поразительно точными, подтвердив ее репутацию как провидицы. Одним из наиболее удивительных предсказаний стало пророчество о присоединении Македонии к Сербии. Это предсказание вызвало широкий резонанс, учитывая сложные отношения между этими странами на протяжении многих лет. Верица предсказывала, что Македония присоединится к Сербии, что станет важным политическим событием для региона. Она говорила о том, что это произойдет в результате политических и экономических изменений в Европе. Хотя формальное присоединение Македонии к Сербии пока не произошло, пророчество Верицы можно рассматривать в контексте расширения сотрудничества и интеграционных процессов на Балканах. В последние годы наблюдается усиление взаимодействия между странами региона, включая создание различных экономических и политических союзов. Возможно, предсказание Верицы еще ждет своего полного воплощения в будущем. Верица Абринович предсказывала, что Россия будет играть ключевую роль на мировой арене в ближайшие годы. Ее пророчества включали несколько важных аспектов, которые касались политического, экономического и социального развития страны. Одним из главных пророчеств Верицы Абринович является утверждение, что к 2030 году Россия станет одной из ведущих мировых держав. Это предсказание основывается на нескольких ключевых факторах. Верица предсказывала значительный рост экономики России, который будет достигнут благодаря развитию высокотехнологичных отраслей и модернизации промышленности. Сотрудничество с другими крупными экономиками, такими как Китай и Индия, будет способствовать укреплению позиции России на международной арене.
По ее словам, Россия станет важнейшим игроком в формировании новой мировой политической структуры. Вместе с Китаем и Индией она создаст альтернативу существующему доминированию Запада. Россия будет активно участвовать в решении глобальных проблем, таких как изменение климата, борьба с терроризмом и управление международными конфликтами. Верица отмечала, что Россия продолжит укреплять свои вооруженные силы, что позволит ей сохранить и усилить свою стратегическую независимость. Новейшие оборонные технологии и разработки, по ее словам, обеспечат России преимущество в любых возможных конфликтах. Верица Абринович предсказывала и значительные изменения в геополитической карте Европы, связанные с расширением границ России. Одним из самых спорных и обсуждаемых предсказаний является возможное присоединение стран Балтии, Эстонии, Латвии и Литвы к России. Верица утверждала, что присоединение стран Балтии к России будет вызвано экономическими и политическими кризисами в этих странах. Недовольство населения, усиление социального напряжения и неэффективность местных властей приведут к желанию искать альтернативу. Она также говорила о культурных и исторических связях, которые сыграют значительную роль в этом процессе. Многие жители этих стран будут видеть в присоединении к России возвращение к исторической справедливости и улучшение своей жизни. По ее предсказаниям, присоединение будет проходить мирным путем, без военных действий. Будут проведены референдумы, на которых большинство населения выскажется за вхождение в состав России. Верица отмечала, что Россия предоставит этим странам значительные экономические льготы и поддержку, что сделает переход менее болезненным и более привлекательным для местного населения. Присоединение стран Балтии укрепит геополитическое положение России в Европе, обеспечив ей выход к Балтийскому морю и контроль над важными стратегическими маршрутами. Это событие станет важным сигналом для других европейских стран и мирового сообщества, подтверждая возросшую роль России на международной арене. Верица предсказывала, что и Великобритания столкнется с серьезными внутренними разногласиями, которые приведут к ее распаду. Она говорила о нарастании националистических настроений в Шотландии и усиливающемся давлении на британское правительство, что в конечном итоге приведет к проведению нового референдума о независимости Шотландии. События последних лет подтверждают, что это пророчество может оказаться точным. После Брексита, выхода Великобритании из Европейского Союза, националистические настроения в Шотландии значительно усилились. Шотландские политики продолжают настаивать на проведении второго референдума о независимости, утверждая, что Брексит изменил обстоятельства и что шотландцы должны иметь право на новое голосование. Возможный распад Великобритании окажет значительное влияние на политическую и экономическую ситуацию в Европе. Верица Абринович также предсказывала серьезные экономические кризисы в Испании и Италии, которые приведут к глубоким социальным и политическим потрясениям. Верица предупреждала, что Испания и Италия столкнутся с серьезными экономическими проблемами, включая высокий уровень безработицы, снижение уровня жизни и экономический спад. Эти кризисы будут вызваны как внутренними, так и внешними факторами, такими как нестабильность мировых рынков и политическая нестабильность в регионе. Экономические проблемы в Испании и Италии стали очевидны в последние годы. Обе страны сталкиваются с высоким уровнем безработицы, особенно среди молодежи, а также с ростом государственного долга и экономическим спадом. И также то, что произошло, когда мы все сидели с вами по домам, усугубило эти проблемы, приведя к дальнейшему ухудшению экономической ситуации. Пророчество Верицы о серьезных экономических кризисах в этих странах выглядит все более вероятным. Еще одно важное предсказание Верицы Абринович касается массовых беспорядков во Франции. Она предсказывала, что Франция столкнется с серьезными внутренними конфликтами и социальными волнениями. Верица говорила о том, что во Франции продолжатся массовые беспорядки, вызванные экономическим неравенством, социальным недовольством и политической нестабильностью. Она предсказывала, что эти волнения могут перерасти в более серьезные конфликты, угрожающие стабильности страны.
Франция уже несколько лет сталкивается с массовыми протестами и беспорядками. Движение желтых жилетов, которое началось в 2018 году, стало символом недовольства населения, экономической политикой правительства и социальным неравенством. Протесты часто сопровождаются насилием и столкновениями с полицией. В дополнение к этому Франция сталкивается с угрозами терроризма и политической нестабильностью, что и подтверждает пророчество Верицы о продолжающихся беспорядках. Одним из наиболее интригующих предсказаний Верицы Абринович является создание нового Европейского Союза, в который не войдут некоторые из нынешних членов. Верица предсказывал, что Европейский Союз претерпит значительные изменения, и некоторые страны, которые являются его членами сегодня, выйдут из него. Она упоминала создание нового союза, который будет более сплоченным и стабильным. Европейский Союз уже сталкивается с серьезными вызовами, такими как Брексит и рост евроскептицизма в некоторых странах-членах. Несколько стран, включая Польшу и Венгрию, выражают недовольство политикой Европейского Союза и ведут переговоры о пересмотре условий своего членства. Возможно, в будущем мы увидим переформатирование Европейского Союза и создание нового союза с измененным составом участников, что делает пророчество еще более актуальным. Верица Абриновича предсказывала и значительные изменения в глобальной геополитике, где ключевую роль будут играть Россия, Китай и Индия. Эти страны, по ее словам, станут ведущими мировыми державами, формирующими новый мировой порядок. По словам Верицы, Россия станет одной из ведущих мировых держав, оказывая значительное влияние на глобальную политику и экономику. Она предсказывала, что Россия будет продолжать укреплять свои позиции благодаря своему экономическому росту, военной мощи и стратегическим альянсам. Россия будет активно развивать экономические связи с другими странами, особенно с Китаем и Индией. Эти союзы помогут ей укрепить свою экономику и политическое влияние на мировой арене. Россия продолжит модернизировать свои вооруженные силы, обеспечивая свою стратегическую независимость и безопасность. Новейшие технологии и разработки в области обороны будут играть ключевую роль в ее влиянии на международные конфликты и глобальную стабильность. Китай, по прогнозам Верицы Абринович, станет еще одной ведущей мировой державой, оказывающей огромное влияние на экономику и политику. Китай продолжит свой стремительный экономический рост, становясь крупнейшей экономикой мира. Это позволит ему диктовать условия на мировых рынках и оказывать значительное влияние уже на глобальную торговлю. Китай будет усиливать свое политическое влияние через международные организации и инициативы, такие как «Один пояс, один путь». Эти усилия помогут ей укрепить свое присутствие в разных регионах мира. Индия также играет важную роль в пророчестве Верицы Абринович. Она предсказывала, что эта страна станет ключевым игроком на мировой арене благодаря своему демографическому потенциалу и экономическому росту. Индия станет самой населенной страной мира, что даст ей значительное преимущество в человеческих ресурсах и экономическом развитии. Индия будет активно развивать свои технологические и промышленные сектора, что поможет ей стать одной из ведущих экономик мира. Также Верица Абринович предсказывала драматические изменения в структуре глобальной безопасности и экономического порядка, включая распад НАТО и экономический крах США. Верица предсказывала, что НАТО столкнется с серьезными внутренними разногласиями и ослаблением сплоченности среди своих членов. Это приведет к выходу ряда стран из Альянса и его постепенному распаду. Распад НАТО изменит баланс сил в мире, уменьшив влияние Запада и открывая возможности для новых союзов и коалиций. Страны, ранее входившие в НАТО, будут вынуждены искать новые способы обеспечения своей безопасности и защиты. Верица предсказывала, что США столкнутся с серьезными экономическими проблемами, вызванными внутренними и внешними факторами. Рост государственного долга, торговые войны и финансовые кризисы подорвут экономику страны. Экономический крах США приведет к глобальным изменениям, включая падение доллара как мировой резервной валюты. Это ослабит экономическое и политическое влияние США на мировую арену.
Россия, Китай и Индия создадут новые альянсы и коалиции, которые заменят прежние структуры глобальной безопасности и экономического взаимодействия. Эти новые союзы будут более устойчивыми и адаптированными к современным вызовам. Влияние Запада, особенно США, будет значительно ослаблено. На первый план выйдут страны, которые могут предложить новые подходы к решению глобальных проблем и управления международными конфликтами. Одним из самых известных предсказаний Верицы Абринович было пророчество о вхождении Крыма в состав России. Еще задолго до событий 2014 года она говорила о том, что Крым вернется под контроль России. Верица утверждала, что Крым мирно выйдет из состава Украины и станет частью России. Она предсказывала, что это событие произойдет без значительных боевых действий и будет воспринято как восстановление исторической справедливости. В 2014 году Крым действительно вошел в состав России после референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за присоединение к Российской Федерации. Это событие вызвало серьезную международную реакцию и стало поворотным моментом в отношениях между Россией и Западом. Пророчество Верицы о мирном присоединении Крыма оказалось поразительно точным. Верица Абринович предсказывала, что Украина окажется под контролем России. Ее видения включали не только Крым, но и всю территорию Украины. Верица говорила о том, что Украина войдет в состав России, и это будет воспринято как естественный и неизбежный процесс. Она предсказывала, что народ Украины будет приветствовать это событие, размахивая русскими и украинскими флагами. Хотя Украина формально остается независимым государством, конфликт на ее территории продолжается, и влияние России на происходящее в стране остается значительным. Вопрос о полном контроле России над Украиной остается спорным, однако пророчество Верицы указывает на возможное дальнейшее углубление интеграции и сотрудничества между этими странами. Верица Абринович предсказывала, что Россия выйдет победителем из конфликта на Украине. Ее видения включали успешное завершение военных действий и укрепление позиции России на международной арене. Верица говорила о том, что Россия обладает уникальным оружием, которого нет ни у одной другой страны. И это оружие обеспечит ей победу в любом конфликте. Она утверждала, что Россия одержит победу, что приведет к значительным изменениям в мировом порядке. Конфликт на Украине продолжается, и его исход остается неопределенным. Однако Россия продолжает укреплять свои военные силы и технологические возможности, что подтверждает часть пророчества Верицы о ее военном превосходстве. Одним из ключевых аспектов предсказания Верицы Абринович было расширение союза между Россией, Белоруссией и Болгарией. Она предсказывала создание мощного альянса, который будет играть важную роль на мировой арене. Верица утверждала, что после завершения конфликта на Украине Россия укрепит свои отношения с Белоруссией и Болгарией. Она говорила о создании нового союза, который станет важным политическим и экономическим игроком. Россия и Белоруссия уже сейчас активно сотрудничают в рамках союзного государства, и это сотрудничество продолжает только углубляться. Что касается Болгарии, ее участие в таком союзе пока остается под вопросом, но усилия по укреплению связи между этими странами уже предпринимаются. Друзья, спасибо, что вы были с нами в этом увлекательном путешествии по пророчествам Верицы Абринович. Ее предсказания о конфликте на Украине, будущем России и глобальных изменениях поражают своей точностью и глубиной. Мы надеемся, что вы нашли это видео информативным и интересным. Как видим, предсказания Верицы Абринович продолжают сбываться, и нам предстоит увидеть, как ее видения будут воплощаться в реальность в ближайшие годы. Эти пророчества дают нам с вами уникальную возможность задуматься о будущем и понять, как важно быть готовыми к переменам, которые могут изменить наш мир. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк, поделиться им с друзьями и подписаться на наш канал. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые выпуски, в которых мы будем с вами продолжать исследовать тайны и загадки пророчеств, мистических явлений и духовных откровений. Благодарим вас за внимание и до новых встреч. Друзья, ну а прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас.
Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.